Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно бесполезного вооружения в Elite Dangerous, на которое не советую вам тратить время. Вот так вот. Так что обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Шоковое орудие, артиллерийское орудие большой дальности на неподвижной установке. Звучит-то как красиво. Да и обратите внимание, с 3 пушек уже урон в секунду 543 единицы. По-любому имба. На деле нет. Мы даже не можем ее заинженерить. А такой высокий урон вот почему. Вот перед нами наша цель. Стреляем. И так у нас урон будет небольшой. Урон у нас будет большой, когда мы будем нажимать очень быстро. Но тогда появляется и не слабый такой разброс, а это большой корабль, и он рядом. Ну, как я еще и говорил, тут у нас какой тип урона? Правильно, кинетический. И как бы видите, сопротивление кинетическому урону на моих счетах — это призма. Как-то так. Не советую. Чисто если по фану, может быть, да, но на постоянной основе нет. Ракеты. Это вам, в конце концов, не EVE Online, тут все довольно грустненько. По умолчанию у нас тип урона вообще взрывной, а щиты имеют наибольший резист именно к этому типу урона. Ну и скорость выстрела какая-то, знаете, ну не такая уж и большая. Но ракеты мы уже можем с вами хотя бы как-то инженерить. Правда, вариантов не так уж и много. Вместительный магазин, облегченный, скорострельный, прочный. Лучше брать свой вместительный магазин, чтобы боезапас был побольше. И в случае третьего размера ракет 24 в обойме, 192 в запасе. Что вроде много, но мы можем, конечно, часть урона сделать термальным. Можем выбивать ФСД. Можем нагревать цель, что вообще тупая затея, потому что эта штука сделана либо неправильно, либо понерфлена уже давным-давно, и я, честно, не в курсе. Работает оно фигово, этот экспериментальный эффект я проверял на лазерах, все очень грустно, все очень плохо. Давайте посмотрим, как оно стреляет. И да, я взял неуправляемые ракеты, у них больше боезапаса. Но удачи с них попасть с большого расстояния, а которые сами наводятся, как бы у них боезапас меньше. И, конечно же, чем меньше размер ракетного лотка, тем и меньше боезапас. Вроде что-то даже прилетает нормально. Как-то чудом можно будет попасть, но я вам скажу даже больше. Собирал как-то раз я анаконду в фите на ракетах гончих с термическим уроном. И знаете, что я вам скажу? Мне не хватило боезапаса, чтобы пронести щиты. Потому что как бы у нас есть банки. И это грустненько, ребят. Даже в одном из видео, где был Фердиланс против всех, брал Фердиланса, одевал его в ракеты гончие с термическим уроном и бился вроде стервятника. В нормальном фите. Мне не хватило боезапаса, чтобы уничтожить обычный стервятник. При том, что там урон был уже термический, а не взрывной, как в данный момент. Как дополнительное вооружение, скорее да. Как дополнительный тип вооружения, чтобы потом выбивать внешние модули, еще может быть хорошо, окей, но можно поставить вместо тех же ракет рельсу и выбивать уже внутренние модули. Но это как вам удобнее. Правда, у ракет есть экспериментальный эффект, который позволяет работать по внутренним модулям, но все же, ребят, я лучше возьму рельсу, чтобы работать уже по корпусу противника, когда сниму ему щиты, нежели ракеты. Мины. Довольно интересный тип вооружения, но, как по мне, тоже бесполезный. Есть два вида. Обычная мина и шоковая мина. Шоковая мина имеет меньше урона, но при этом откидывает противника, а обычная имеет больше урона. И тип урона взрывной. Они были бы совсем бесполезны, если бы не волшебный экспериментальный эффект ответный залп, как на торпеде, который позволяет выносить щиты-генератор противника даже через щиты. Но прикол в том, что было одно видео, которое не вышло, где Фердиланс обмазал такими пушками и поставил одну рельсу, и пытался вынести таким образом щитогенератор корвету. И знаете, что я вам скажу? Нифига это, блин, неудобно, это еще хуже, чем обычная торпеда. Так что, ну такое. Гигантский дрын под названием «Орудие». Тут даже радиус полного урона 4,5 километра, не то что у многостволки. Урон с многостволкой у них, кстати, одинаковый. И даже если сделать эту пушку и другую усиленной, разница там будет очень-очень маленькая. На грани там, наверное, 1-2% в плане урона в секунду. Но реализовать его довольно тяжело на расстоянии выше километра. Даже если гимбалы. А если еще и маленькая цель, то... А если еще и игрок, то вообще пиши пропало. Но выглядит оно, конечно, знатно.
Нет, ну конечно же мы можем сделать дальнобойный вариант этой пушки, и она будет стрелять у нас, внимание, на 9 километров. Удачи попасть с такого расстояния по цели, которая двигается. Мгм. Нет, можно, конечно же, сделать еще и серии скорострельной, но все же, как бы, 900 метров в секунду это очень скорострельно. Это вам как-никак не EVE Online, где есть, скажем, торнадо с артой, который стреляет на 100 с нефигом километров, и скорость полета снаряда, да там такого даже нету, оно просто прилетает в секунду. Там есть, конечно, скорость наводки орудий, но это нивелируется большим расстоянием. Здесь это вообще не так работает, к сожалению. И не забывайте то, что гимбалы колбасят даже в обычном варианте. А с фиксов попадать таким оружием, ну такое. Ну и что в итоге мы получаем? Довольно сильный звук выстрела. Как будто что-то не с танка стреляем. Но на деле все очень грустно. Я не просто так говорил про урон. То, что он с многостволками одинаковый. Многостволки мы можем сделать в термический урон. А эти пушки нет. Поэтому, ребят, забудьте об этом. Нет, конечно, есть волшебные экспериментальные эффекты, которые после пробития щита позволяют вам наносить урон не только по одному модулю, а по соседним тоже. Что довольно неплохо, но при условии то, что вы снимете щиты. Есть еще, конечно, толкалка, которая позволяет толкать корабль. Но как-то это все грустно, как по мне, все равно. К сожалению. Плюс не стоит забывать то, что фронтиры у нас не стоят на месте и вводят новое оборудование и новое вооружение. В огромных кавычках новое. У нас были АИ-пулеметы и АИ-ракеты. Ввели новые улучшенные варианты этого вооружения, после чего старые стали бесполезны. То же самое касается чего? Правильно, вооружения стражей. Модифицированная плазма стражей лучше, чем обычная. Модифицированная рельса стражи, на удивление, хуже, чем обычная. Ну и модифицированное залповое оружие стражи гораздо лучше, чем обычное. Если что, видосы про все про это есть подробные на канале, не буду искусственно увеличивать время данного видео. Я не говорю то, что вам нужно летать исключительно на том, что я вам рекомендую. Летайте на чем хотите, просто на том, что я сегодня показал, вы будете чувствовать себя гораздо хуже, нежели на других типах вооружения. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасно. В описании под видео всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.